Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, есть ли на вас какое-то магическое воздействие. Сейчас очень модно эти все привороты, отвороты, порчи, да, зависть, глаз, много всего неприятного. И давайте сейчас все-таки попытаемся разобраться, было ли на вас воздействие именно вот магическое. Итак, как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал для энергообмена. И мы сейчас посмотрим, в каком состоянии вы находитесь. Разбитое сердце. Боже, как вам плохо было. У вас проигрывается ситуация, которая повергла вас в шок. Ситуация, когда вас, вот знаете, человек, который, может быть, жил рядом с вами, ваша женщина, либо же просто отношения, как будто за марионеткой вас держали. Вот дергала за ниточки, да, и вы делали то, что ей хочется. У вас был период скандалов, грандиознейших скандалов. Может быть, вы даже ушли со скандалом. Финансовое положение, в принципе, у вас довольно неплохое. Но вы все еще, знаете, может проигрываться, что вы еще одурманены своей женщиной. Несмотря на то, что у вас с ней было, несмотря на все эти ссоры, скандалы, те обиды, вы ее еще не можете выбросить из сердца. Вот как бы парадоксально это ни звучало, очень часто мужчины, да и женщины, в принципе, если по-настоящему сильно любят человека, потом очень тяжело забыть. Вот годы могут уйти на то, чтобы забыть свою половину, если ты любил по-настоящему. Вот сейчас вы как будто одурманены, знаете, ней. Так, да, любовь была безумная. Вот видите, у нас закрытая карта выпала. То есть женщина даже сейчас, вот она пытается закрыться, пытается, чтобы ее не прочитали. Но мы все равно сейчас прочитаем и увидим, что у нее на уме, что она творила, вытворяла, да. Сейчас у вас жизнь немного на паузе стоит. У вас какое-то такое состояние апатии, ничего не хочется, особо ни есть не хочется, ни спать не хочется, проблемы могут быть по здоровью. У кого-то могут быть проблемы с алкоголем, когда вы вот свое горе заливаете этим. Очень такое, вот знаете, у вас обозленное состояние, обозленное на весь женский род, наверное. Так. Да, с женщиной, которая вам причинила боль, вы сейчас на расстоянии находитесь. Так. Хотя, знаете, у вас бывают иногда такие вот минутки, когда вам особенно плохо. Бывает такое состояние, что хочется бросить все и примчаться, просто чтобы увидеть. Ну вот, если так совсем честно, да, вы об этом можете и не говорить, но так в душе, наедине сам с собой, то иногда вам хочется, вот бывают такие моменты, вот хоть одним глазком, вот посмотреть на нее, да, вот какая она, как она выглядит, да, вот ее походку, ее манеры, вот просто услышать голос. Вот что-то такое у вас бывает периодически, вот такая вот, знаете, вот ностальгия, что ли. Давайте посмотрим все-таки. Вот ваша женщина, она воздействовала на вас? Нет, давайте по-другому. Нет, женщину мы потом посмотрим. Давайте вообще посмотрим сначала. Есть ли на вас в целом магическое воздействие вообще по жизни? Кто-то на вас... Сразу у нас дьявол падает. Сразу же. У вас по жизни проигрывается, вот знаете, зависть постоянная. Вот зависть, может быть, кто-то финансово успешный. Либо же вот у вас семья была благополучная, вам завидовали, да, вот на вас столько вот зависти этой, уже просто слои. По жизни у вас зависть просто за вами идет, она вас преследует. Есть женщина, это не обязательно знакомая женщина, которая могла магически воздействовать на вас. Причем она, знаете, вот это могла быть даже, это не ваша бывшая, скорее всего, это могло быть
либо до нее, либо же уже когда вы жили с ней, но это другая женщина, может быть, которая вам симпатизировала, либо же кто-то из завистников ваших. Она пыталась воздействовать магически, причем воздействовать на вашу голову. Она хотела свести вас с ума в некотором роде. У кого-то из вас могли проигрываться вот периодически, знаете, вот либо же сильные головные боли, либо же давление очень сильное, скачки давления, болезни в сердце. То есть вот сердечно-сосудистая система могла страдать. Вот женщина, знаете, вот направила свою энергию на то, чтобы разрушить вас вот изнутри. В том плане, что вот если не со мной, значит не доставайся ты никому. Вот в таком плане. Женщина пыталась на вас воздействовать, но причем она, ну такое, знаете, как дилетантка, что ли. Она пыталась воздействовать на вас, но не умеючи особо магией заниматься. Да, может быть, какие-то заговоры она там мечтала, какие-то ритуалы делала, но у нее не очень это получалось. Да, по здоровью она могла бить вам. Поэтому я и говорю, что могли быть проблемы, вот сердечно-сосудистая система, голова, неврология, могли плохо спать. Вот мог быть такой период у вас. Так, давайте посмотрим. Ваша женщина. Делала ли она что-то такое? Или ходила к каким-то бабкам, которые бы навели на вас что-то? Смотрите, она ходила куда-то. Она ходила, но ей было поначалу страшно это делать. Это было уже туда чуть попозже. Это не в начале ваших отношений было. Ей кто-то из каких-то знакомых, либо же с подружек посоветовал, вот сходи, там профессионал и все такое. Значит, смотрите. Она пошла, и ей посоветовали вас опоить каким-то там приворотным зельем, что ли. Ну, то есть какой-то напиточек она вам давала. Это могло быть все что угодно, знаете, это не обязательно там варить травы, что-то такое. Это можно было куда угодно, в чай, в компот, в кофе, да, наколотить что-то, либо же заговорить. Вот, ну, то есть ритуалов очень много. Ну, вас пытались чем-то опоить, я вам скажу. Давайте еще посмотрим, что было дальше. Вот какой-то некий приворот, что ли. Вот знаете, у вас могла проигрываться ситуация кризисная, может быть, в отношениях, что вот ваша распрекрасная решилась то ли приворожить вас, ну что-то такое, чтобы привернуть к себе. Вот какой-то ритуал типа приворота она хотела сделать. Ну, я так думаю, что здесь играют большую роль деньги, пентакли наши любимые, вернее, любимые ваших женщин. Вот ей нужно было вот оседлать вас, вот ей нужно было в чем-то где-то покорить вас, нагнуть, да, может быть, вы в чем-то сопротивлялись, может быть, деньги не давали или перестали давать, да, может быть, что-то вы не делали то, что она хочет, да, и она решила вот вас нагнуть именно за ваши вот денежки. И таким образом приворожить вас, понимаете, чтобы снова она была наверху, вот на высоте. Ее очень злило то, что вы в чем-то ей не подчиняетесь. Так, что еще она чудила? Да, вот она, знаете, она даже не раз ходила к таким бабкам-гадалкам. Вот ей нужно было вот сыграть на деньгах. Вот на деньгах вот. И она должна быть победителем в этой партии, понимаете? Вот как-то женщина, которая готова была, вот понимаете, вот эта карта сейчас вот все меняет. Это женщина, которая готова на все ради того, чтобы добиться своего, ради денег, ради того, чтобы все было так, как она хочет. Она готова была вплоть до того, чтобы вас упечь чуть ли не в психушку, да, ведь магией можно свести с ума.
Вот, давайте посмотрим, а ну-ка, что же она хотела? Свести с ума. И посмотрите, постоянно у нас какой-то напиточек. Но, знаете, у нее это не всегда получалось. Когда-то она вам, может быть, и подсовывала что-то. А бывали моменты, когда вы вот как будто чувствовали, вот, знаете, вот бывает, нальют там тот же компот там или чай, да, вот, на, выпей, дорогой. А вы вот, да нет, я не хочу. Вот как будто вы интуитивно чувствовали, бывали такие моменты, что вы отказывались. И это приворотное там, либо какое-то колдовское зелье вы не пили. Она очень боялась, что у нее не получится это. Она, понимаете, она что ходила к дилетантам каким-то, что сама как-то не очень в это верила, но пробовала. А вдруг получится, а вдруг то, а вдруг все. Вот. Поэтому оно особо как-то не подействует. Посмотрите, она второй раз закрывается, она пытается закрыться, скрыть эту информацию. Ну, конечно, кто же такое рассказывает? Одни пентакли, посмотрите, манипулятор, боже, одни пентакли, одни деньги. Супер манипуляторша. Снова у нас жидкость, снова она вот что-то она мутила, что-то она пыталась вам подлить, чем-то околдовать, чтобы вот выдаить вас как-то, вот привязать к себе, больше денег сдаить. Это могло быть даже, знаете, перед разрывом вашим. Это еще может быть ситуация, чтобы вот вернуть вас назад. Но у нее просто это не сработало, оно не получилось, потому что магией это далеко не каждый умеет владеть, и все ритуалы, все это нужно делать правильно. Поэтому, дорогие мужчины, вот так вот. Не такая простая ваша женщина оказалась, магическое воздействие было на вас, к сожалению, но не такое правильное, как она хотела. Эффект она не получила. Ну, единственное, конечно, косяк, что эти отголоски ударили по вашему здоровью. Может быть, у кого-то ухудшилось здоровье после разрыва. Это могли быть тоже отголоски этого магического воздействия. Вот такой был расклад. Не очень-то приятный, конечно, но, по крайней мере, предупрежден, вооружен. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока!